Всем привет! Сегодня мы приехали в Лиссабон, Португалия. Сегодня здесь очень ветрено. Возможно, это будет отражаться на качестве видео, поэтому заранее просим прощения. Мы, как всегда, без плана. Что вижу, то и снимаю, поэтому просто будем стараться дать какое-то общее впечатление от города. Да, мы приехали на один день. Здесь хорошо, что аэропорт находится близко к городу, и есть там метро. На метро можно добраться в любую точку города, и мы сейчас будем пешком продвигаться в центр. А здесь вот такой маленький, миленький райончик. Хочется заметить, что 20 ноября на дворе, но здесь это совершенно незаметно. Деревья все абсолютно зеленые. Тротуары замощены камешками такими. Плитка мостовая очень крутая. Везде деревья для тени, наверное, потому что в жару здесь очень жарко и нужно где-то прятаться. Много маленьких кафешек со столиками, где пьют вино и кофе. Еще мы заметили тут, что светофоры намного ниже, чем в других городах. И у светофоров ниже не только их высота, но и их авторитет, потому что мало кто вообще слушается. Пешеходы ходят на красный, на зеленый ездят, на зеленый пешеходом ездят автомобили. В общем, чуть что на дорогах. Конечно, здесь чувствуется, что это столица Португалии, потому что большие здания, очень много всего, гигантские рекламные щиты в центре города. Это Льюис. Да, это Льюис Хэмилтон. Перекрестки большие, всякие нагромождения зданий. Здания, конечно, такие, есть не очень красивые. Тут встречаются вот такие вот красивые особняки, но они, походу, реставрируются, и пока туда вход запрещен. Мы тут куда-то поднялись на возвышенность и увидели тюрьму. Вот это вот лиссабонская тюрьма. Кажется, историческая. Ну да, похоже на историческое исправительное учреждение. Интересный такой светофор. Здесь поворот налево с правой, самой крайней правой полосы, а это башни тюрьмы. И отсюда открывается такой вид на город, даже вон там за деревьями видно океан иногда. Походу мы забрели в какой-то район, куда туристы вообще... Не ступала нога туриста, здесь какие-то стены с бойницами, там какие-то непонятные небоскребы. О, прикольная уличная урна для бутылок. Кто-то раскрасил ее. Вот в этом районе много было старых домов, видать, их все сносят и строят на их месте вот такие вот большие стеклянные торговые центры. Мы сейчас дошли до такого места, которое называется Амарейрос, и мы хотим забраться на точку, на верхнюю, где можно осмотреть все сверху на 360 градусов. Здесь, конечно, вот в этом районе нечего смотреть на 360, потому что здесь такие ужасные дома. Я не знаю, кто был архитектором этого всего, но это как, не знаю, на Тульской. Местная коммерческая обзорная площадка располагается на вершине торгового центра. Но она закрыта сейчас, к сожалению. Вот такой на ремонт. Да, такой вот вид мы упустили. У них там идет ремонтные работы, поэтому мы туда не попали. Ну ничего, сэкономили. Бастионы Лиссабона тут на окраинах города. Мы наконец-то дошли в какой-то райончик, где много старых домов. Красивые дома в плиточку, милые скверики, старые дома. И черт ногу сломит. Вообще не можем сообразить, куда двигаться. Все время сбиваемся с машины. Да, мы не можем понять, как добраться в центр, потому что мы уже потерялись 3 раза. И сейчас подумаем еще раз и, наверное, направимся в сторону моря, потому что все-таки у моря... Лучший ориентир. Да. Короче, мы просто вышли в район, где живут обычные лиссабонцы. Это просто такой спальный район с кучей разных домов, и ничего особенного здесь нету. Иногда здесь встречаются красивые дома с изразцами, такой плиткой стандартной португальской. Но большинство вот таких вот запущенных домов, потому что здесь живут обычные люди, и это не центр. Мы дошли до какого-то, наконец-то, подобия интересного парка маленького. Здесь фонтаны. Короче, пенсионерский такой парк. Очень красивый парк здесь. А мы направляемся к первой достопримечательности. И это будет какая-то очень красивая, какой-то очень красивый собор.
А вот она, достопримечательность. А здесь трамвайное кольцо старых трамвайчиков, которые, наверное, ходят в старый центр. Кажется, это барокко, барочная церковь Базилико де Эстрелла. Как-то так. Вот тут начинается самое интересное. Вот тут уже такие интересные домики, интересные подъемчики и какие-то модные барберы. Еще хотелось сказать, что здесь в Лиссабоне сохранили старые трамвайчики, как в Порту. Они такие классные, деревянненькие. Очень красивые перекрестки иногда встречаются. Мы спустились ближе к воде. Здесь много домов ремонтируют, реставрируют, чтобы они были вот такие красивые, с плиточками. Много зелени, ближе к воде тут намного интереснее. Многие церкви здесь прячутся между домов. Вот так вот идешь, и она раз тут появляется. Вот такой вот он Лиссабон. Тут большие, я бы сказал, соборы иногда встречаются. Чем южнее, тем больше их встречается. Вероятно, приятный климат рождает такое милое явление, как уличное кафе. Вот такая вот будочка с небольшим набором, с небольшим ассортиментом, кофе, несколько там булочек, какие-то фруктики и несколько столиков. Очень уютно, люди сидят, приятно проводят время на воздухе. А вот здесь вот транспортный узел, и вон там электрички, скорее всего, пригородные или городские поезда ездят. Мы вышли тут на набережную, но это не совсем набережная, потому что вот здесь вот, например, университет. Здесь вот такая вот прогулочная территория, но к воде не подойти, потому что здесь какие-то доки, какие-то железные дороги, какие-то трамвайные пути, шоссе. В общем, идем до главной площади сейчас, а оттуда посмотрим, куда пойдем дальше. Тут мы встретили какое-то очень классное современное искусство, сделанное на сгоревшем доме. Это такой маленький скверик с кучей маленьких ресторанчиков вокруг, памятником и деревьями. И океаническими чайками, которые разворовывают мусорки. На углу этой площади открывается очень красивый вид на гору. Здесь это Меркадо, это большой рынок. Вот такие вот электрические самокаты разбросаны по городу, люди берут их, катаются на них. Очень прикольно. Здесь очень прикольно сделана набережная, здесь можно на ней вот так вот сидеть, когда волны захлестывают. По набережной дошли мы до площади торговли. Да, это самая главная площадь Лиссабона, она находится прямо на побережье, вот примерно как, ну здесь залив, а не река, поэтому здесь создается очень классное впечатление. Да, чуть-чуть напомнила нам Бордо, потому что такая же открытая площадь с аркой. Ну, У реки. Да, здесь уже поставили такую елку, она, правда, совершенно не настоящая, но символическая. Но уже здесь, наверное, холодно не бывает. Здесь такая погода прекрасная в ноябре. И, наверное, на Новый год тоже будет тепло и солнечно. С другой стороны от ворот начинается пешеходная улица. И здесь есть человек, который играет на пиле. Смычком играет по пиле, как... Есть такой в Москве один исполнитель, он играет на пиле, но тот играет абсолютно космические композиции, а этот играет какую-то популярную музыку. В общем, игра на пиле всемирно известна. Само это словосочетание «игра на пиле» меня сразу выводит из рода. Да, это очень смешно. А когда Димонович говорит, а в Москве, на полном серьезе, а в Москве они играли, нет, не популярная композиция, а просто говорит «Космо». Да, мне очень нравится игра на пиле. Я даже, по-моему, купил диск этого композитора в Москве. Где он? Я не знаю, где-то в Москве остался, наверное. Арбат какой-то. Да, это типа какого-то Арбата. Здесь большая пешеходная улица, но которую пересекают, в принципе, автомобильные дороги.
И здесь не совсем все пешеходное, как, например, на Санкт-Катерине в Бордо. Но, в принципе, ничего так. Интересные, красивые дома. Ой, здесь все на красный свет ходят и трамваев не боятся. Но это пешеходная улица. Как бы красиво, но что-то это... Я ожидал чего-то большего. Дымно от каштанов. Сейчас как раз сезон жарения каштанов. Все жарят каштаны. Здесь делают такие пирожки. Это традиционные португальские пирожки, да. Мы попробовали в Порту. Это из картошки с какой-то начинкой сырной. О, открыточки. Я думаю, сейчас самое время для постоянной рубрики. Итак, кто напишет нам первый комментарий к этому видео, тот получит открыточку из Лиссабона. С котиком? Да, с котиком. Вот такой вот. Пишите комментарии. Не стесняйтесь писать комментарии не только ради открыточки. Да. Мы рады почти любой обратной связи. Да, и вышлем вам открыточку. Здесь вот в этом районе все улицы перпендикулярные, параллельные. Наверное, строили в какой-то момент, когда градостроители решили все ровненько построить, а потом все остальные улицы в городе просто неимоверно кривые, непонятно куда ведущие. И первый раз вижу, чтобы в городе можно было арендовать трехколесную тарантайку. Класс! И какие-то очень много заброшенных зданий, в которых, по-моему, никто не живет, их ждут они реставрации своей. В Португалии научились расписывать офигенно керамику. Это и в Порту мне понравилось, что очень много именно симпатичных сувениров. Не каких-то тяп-ляп, которые даже в руки не хочется взять, а вот прям красивого сделанного. Ну, может быть, это наша русская душа требует росписи какой-нибудь Абрама Кудринской или еще какой-нибудь. Не знаю, но очень красиво. Здесь трамвайчики, плиточки, все из пробки, либо сардины из керамики. Даже мягкие сардины есть. А мы поднялись немножечко, не на самую большую высоту, где стоит сам замок, но ближе к собору, главному собору кафедральному Лиссабона. Очень похож на крепость. То есть у него такие, как бойницы, буквально-таки окна. Я так понимаю, это готика, да? Такая, совсем ранняя. Значит, мы решили не идти на главную крепость сегодня. Мы пойдем до промежуточной точки, откуда вид будет хороший открываться. До туда дойдем и что-нибудь вам покажем. Какой-то очень старый орган. Трубки выходят под такими какими-то углами. Прямо очень впечатляет старый орган. Free Wi-Fi на бесплатном, да. Но это был один исторический, один обычный городской. Вот мы поднялись на полпути к замку, такое интересное место. Здесь открывается классная смотровая площадка, откуда видно город и море, залив, который вливается потом в Атлантический океан. Сегодня я впервые задумалась о том, как неэффективен наш способ посещения городов. Потому что без системы мы потратили большую часть времени на какие-то странные районы. И у меня осталось столько ощущений, что мы что-то упустили. Ну нет, завтра будет еще один день, мы посмотрим еще что-нибудь. Но у меня все нормально с этим, потому что мы показали те районы города, которые бы вы сами не увидели и не пошли бы как туристы. А мы делаем этнографическую экспедицию по Лиссабону. Вот. Да, единственный, несомненный плюс того, что мы действительно посмотрели, как живет этот город. Да, но на полпути к замку очень красиво тут открывается вид. И сейчас мы разворачиваемся обратно, уже темнеет. Мы, наверное, будем уже сейчас, может быть, 1-2 сюжета еще снимем. Но мы направляемся в район Байро Альто, да, где найдем какое-нибудь место поужинать. И, в общем, вот такой вот Лиссабон. Нам, конечно, Порто понравился больше. Он компактнее и как-то вот уютнее. Здесь все-таки из-за того, что это большой город, столичный город, да, много машин, много вот какого-то суеты, может быть, лишней.
И все раскидано, вот все интересные места очень сильно раскиданы. Они не сосредоточены в одном месте. Да. В конце улицы, ведущей от главных ворот на площади торговли, есть такой памятник, есть такая площадь. Здесь в основном паркуются всякие тук-туки, такие туристические, но отсюда хорошо видно замок. Замок стоит на горе, но до него очень долго идти и утомительно. А сейчас пойдем вон в другую сторону. Там еще одна площадь. Да, там еще одна площадь. Это Росси, Россо. Росси, Россо. Ой, дома в стиле модерн. А с площади Россио открывается вид на какое-то здание на горе. В общем, какой-то здесь ландшафт такой интересный города. Интересная, конечно, площадь. Здесь монументы, фонтаны. И открывается вид на полуразрушенный собор на холме. Новый год скоро. Некоторые места, конечно, здесь вот так вот проходишь и поражаешься, как они тут встроены в ландшафт города. Тут такие перепады высот, такие кафешки, что-то дома, и раз и уровень выше, уровень ниже. Такой очень милый сквер. Иногда ресторанчики открывают столики, очень мило. Вечером Португалия становится очень-очень уютной, ламповой. Мы пришли в район Баррио Альто. Здесь разные заведения всякие. Здесь прям видно, как они бутылочки подсвечивают, очень красиво. И здесь много разных вот таких вот театров. Всем привет! Это уже второй день, как мы находимся в Лиссабоне. Мы сегодня уезжаем, поэтому мы много не снимаем. Вот нашли очень прекрасное место. Тут открывается такая классная панорама на город. Да, вчера мы многого не увидели, но сегодня прям видно замок, там должно быть видно тут какие-то бары, рестораны наверху. И здесь рядом руина. Вот это вот руина старого собора. Там музей, но мы туда не пойдем. А мы наблюдаем просто на город с разных высот. Город находится на очень больших перепадах высот, поэтому ходить здесь пешком не всегда удобно, но мы топали везде. И непонятно, иногда улицы идут вверх, вниз там. Да, очень понравилось нам здесь покрытие. Все вымощено очень мелким камушком, иногда даже в виде мозаики, то есть с какими-то красивыми рисунками. Очень впечатляет количество труда, вложенного в это во все. Да, неимоверное количество мозаики в городе на тротуарах, просто да, капец. Ну и та самая известная плитка разноцветная на домах, она, так понимаю, очень-очень распространена в южных странах Европы. Нас очень впечатлило количество заброшенного жилья здесь. Ну, не только жилья, а вообще зданий заброшенных. Это немножечко портит впечатление, хотя, с другой стороны, ведутся работы. И это тоже создает некий хаотический момент, что везде стройка. То есть постоянно не пройдешь, там, не знаю, 2 метров, чтобы не услышать откуда-нибудь звук отбойного молотка. В общем, прикольный город, но Порто нам понравился больше. Да. Вот так вот выглядит схема лиссабонского метро. 4 ветки. Вот так вот выглядят вагоны. Очень прикольные вот эти вот штуки, за которые держаться. Очень брутальное метро. Антивандал. Да, антивандал. Едем в аэропорт.